Приветствую вас на моем канале о вязании. И сегодня я хочу вам показать, как вязать вот такой идеальный круг. Для этого нам понадобится трикотажная пряжа Бисквит. Вот так она выглядит. Цвет у меня Тиффани. Ширина нити здесь идет 7 мм, состав 100% хлопок. Также крючок на 6 мм и ножницы. Поехали! Мы сейчас будем с вами учиться вязать кольцо амигуруми. Для этого мы берем наш хвостик. Вот она, рабочая ниточка, вот он хвостик. Мы обматываем указательный палец вот таким образом. Придерживаем здесь ниточку. Можно послабее сделать. Так, вот это рабочая нить, вот это хвостик. Заводим крючок. Захватываем нашу рабочую нить и вот так вот ее вытаскиваем, да, на лицевую сторону. Теперь снова захватываем рабочую нить и провязываем. Всего в кольцо нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Итого, первый мы провязали столбик. Так, смотрите, очень важно, чтобы вот эта вот нить изнаночной стороной ложилась на крючок. Когда мы так провязываем, получается, что нить у нас выходит красивой лицевой стороной. И провязываем второй столбик без накида. Провязали. Теперь снова ныряем в наше кольцо. Если мы лицевой стороной положим нить на крючок, то будет вот так, некрасиво. То есть вот у нас лицевая сторона, вот изнаночная. Так, третий столбик без накида. Провязываем. Четвертый. Пятый. Шестой. Так, смотрите, мы провязываем сейчас шестой столбик без накида и затягиваем наше кольцо амигуруми. Это еще называется скользящая петля. Мы тянем за наш хвостик, вот он наш хвостик, тянем вот так, таким образом. Итак, что мы делаем? Мы убираем крючок с нашей петельки и вот так вот распускаем, да? У нас остается 2 петельки на крючке. И теперь мы провязываем хвостиком. Вот так, вытаскиваем наш хвостик. Далее нам нужно повторить вот эту галочку с вами. Для этого мы берем наш хвостик и заводим крючок с изнаночной стороны под вот эти 2 дужки, галочки, да? Захватываем наш хвостик. И провязываем. Теперь, чтобы повторить эту же галочку, нам нужно ее вывести вот отсюда. Мы поворачиваем наизнанку наш круг и заходим вот под эту дужку и под вот эту. То есть за задние перемычки, да? Подтягиваем, захватываем наш хвостик и провязываем хвостиком. Вот что у нас получилось. Обязательно проверяйте себя. Наш круг
первый ряд будет состоять из 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы переворачиваем наше колечко, да? И нам нужно выйти вот из этого столбика. Да, здесь не очень совсем понятно, пока что вам будет сложновато вязать первый ряд, но последующие ряды будут намного проще. Итак, здесь не совсем понятно. Мы заходим вот сюда, сейчас, внутрь. Вот, вышел наш крючок с изнаночной стороны. Захватываем рабочую нить и провязываем во втором ряду первый столбик без накида. Во втором ряду нам нужно будет сделать с вами 6 прибавок, 6 столбиков без накида. Итого мы провязываем 12 столбиков без накида. В последующих рядах мы также прибавляем плюс 6 столбиков без накида на каждый ряд. Ныряем в эту же галочку, да? Нам нужно провязать второй столбик без накида, то бишь сделать прибавку. Заводим крючок, захватываем рабочую нить и выводим, провязываем. У нас 2 столбика без накида. Так, вставляем крючок вот в эту галочку, вот она. И прокалываем нашу галочку посередине. Захватываем рабочую петлю и провязываем. Сюда же вяжем второй столбик без накида. Также прокалываем нашу галочку и провязываем. Так. Следующая галочка. Вот сейчас нам уже проще вязать. Последующие ряды будет еще легче. Так, хвостик у нас отдыхает. Делаем прибавку снова. Узор называется галочка в раскол. Так. Нам еще нужно с вами сделать 2 прибавки, провязать 4 столбика без накида. Провязываем. Вяжем до конца ряда. Так. 12 столбик без накида. Мы с вами провязываем хвостиком. Можем его хорошенечко так еще немножко подтянуть. Захватываем хвостик и провязываем. Вот так вот все поправляем. Сюда немножко подтягиваем. И теперь нам нужно повторить с вами вот эту петельку. Мы заводим крючок с изнаночной стороны. Заходим вот отсюда и под вот эту перемычку. Захватываем наш хвостик, провязываем его и также вот повторяем нашу галочку, да? Теперь под вот эту перемычку мы заходим с вами вот так. Выводим хвостик на изнанку. Вот что у нас с вами получилось. Вот такой вот круг уже вырисовывается. Мы тут еще все поправляем. Так, вот она наша рабочая петля. И теперь смотрите. Вот сюда, вот в эту галочку, где у нас идет стык, да, соединение. Вот у нас было с вами соединение, и вот сюда, в эту галочку перед ней, да, мы заводим крючок.
захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик без накида в третьем ряду. Итого здесь нам нужно провязать 18 столбиков без накида, то есть сделать 6 прибавок плюс. Прибавку мы будем делать через один столбик без накида. Один провязали с вами, теперь следующий провязываем 2 столбика без накида в следующую галочку. Очень важно не сместиться вот так в бок, потому что тогда у нас получатся косые галочки. Вот так прокалываем, захватываем рабочую нить и провязываем. Сюда же вяжем еще один столбик без накида. Теперь вяжем один столбик без накида. Далее делаем прибавку 2 столбика без накида. Итак, мы провязываем с вами до конца ряда. 1 столбик, 2 столбика. Один, два. Итак, вот мы с вами в конце третьего ряда провязываем последние 2 столбика без накида в этом ряду. Так, у нас 2 петельки на крючке. Вот и наш хвостик отдыхает. Мы его захватываем и провязываем. Подтягиваем вот сюда. Так, заходим с изнанки. Так. И вот с этой стороны, с изнаночной стороны мы заводим крючок и захватываем наш хвостик. Вот получилась наша петелька. Мы ее поправляем таким образом. Все. Мы с вами связали 3 ряда бесшовным соединением хвостиком. Итак, мы провязали с вами 18 столбиков без накида. Следующий 4-й ряд у нас будет 6 прибавок, соответственно 24 столбика без накида. Провязываем первую петельку в 4-м ряду. Провязали. И теперь важный момент, смотрите. Вот здесь вот прибавки мы делаем с вами не над прибавками, то есть мы не делаем прибавку над прибавкой, потому что у нас получится с вами круг с острыми углами, некрасивыми. А нам нужно, чтобы он был вот такой вот идеально ровный, да? Что мы делаем с вами? Вот у нас одинарные галочки, мы сюда делаем прибавки с вами. Сейчас нам в 4-м ряду нужно будет чередовать через каждые 2 одинарных столбика без накида, делать прибавки. Мы с вами провязали первый столбик без накида, и сюда уже, в эту одинарную галочку, мы провязываем 2 столбика без накида, делаем прибавку. Теперь, где у нас прибавка в 3-м ряду, здесь мы провязываем по 1 столбику без накида. Далее делаем прибавку. По 1 столбику. И так чередуем до конца ряда. Прибавка. Смотрите, вот такой вот бесшовный круг у нас получается красивый. Так, прибавка. Итак, я провязала
до конца 4-го ряда. И теперь нам нужно провязать вот сюда один столбик без накида, да? Так, вот он наш хвостик. Мы его захватываем и провязываем. Подтягиваем, заходим с изнаночной стороны. Вытягиваем хвостик. И теперь под вот эти две перемычки заходим и забираем наш хвостик назад. Вот так. Угу. Так. Вот наше соединение. 5-й ряд мы провязываем с вами 30 столбиков без накида. Так, заходим. Первый столбик. Так, в 4-м, напоминаю, у нас получилось с вами 24 столбика без накида. Соответственно, плюс 6 у нас получается 30. Здесь мы будем чередовать через каждые 3 столбика без накида делать прибавки. Итак, первый столбик, сюда делаем прибавку во второй. Сделали. Теперь вяжем 3 столбика без накида, каждую галочку. Провязали. Теперь делаем прибавку. Одинарные столбики. Так, чем круг становится больше, тем неудобнее становится его вязать в кадре. Так, 2 столбика без накида. То есть в 5-м ряду мы с вами 2 столбика делаем вот в эту галочку, то есть перед прибавкой в 4-м, да? Провязываем 3 столбика одинарных. И так мы с вами чередуем до конца ряда. Прибавка. Провязываем 30-й столбик без накида. Захватываем наш хвостик, как я показывала ранее, и повторяем нашу галочку. Вот он наш круг. Вот так он выглядит с обратной стороны. Соответственно, если вам нужно донышко побольше, да, это может быть донышко для сумки, для корзины, может быть крышечка для корзины, вы вяжете далее ряды, делаете прибавки, плюс 6 прибавок в каждом ряду. Здесь у нас в 5-м ряду это получилось 30 столбиков без накида, 6-й ряд это 36 столбиков, 7-й ряд 42 и так далее. Вот. Если тебе было интересно, ставь лайк, подписывайся на мой канал и жди следующих видео. Пока-пока!